Ты родился бедным мальчиком с ростом 168 сантиметров. Тебе говорили, что защитники не забивают, не становятся звездами и не меняют футбол, но спустя годы весь мир будет пытаться понять, как ты нарушал законы физики. Твои удары будут изучать ученые. Дети во дворах будут кричать «Я Роберто Карлос!», а великий Реал уже невозможно будет представить без твоего номера 3. Ты Роберто Карлос. И это вся твоя жизнь. Ты растешь в Бразилии не в мире футбольных академий, а в мире работы. Дом, где деньги не зарабатывают, а выцарапывают. Ты помогаешь семье, берешься за смены на фабрике, потому что иначе нельзя. Футбол вокруг – это не карьера. Это короткая радость после тяжелого дня. Ты играешь где придется, в чем придется и мечтаешь тихо, чтобы не сглазить. Мяч становится твоим способом не сойти с рельс, которые уже проложены. Работа, поле, усталость. Но внутри все равно живет мысль. Если ты научишься бить так, чтобы тебя услышали, тебе не придется всю жизнь жить по чужому сценарию. В какой-то момент твой отец видит, что ты не просто любишь мяч. Он понимает. Ты цепляешься за футбол, как за единственную дверь. И тогда происходит то, что редко случается в бедных семьях. Тебе разрешают рискнуть. Отец говорит тебе бросить фабрику и идти за мечтой. Не потому, что это безопасно, а потому, что иначе ты всю жизнь будешь жалеть. Ты попадаешь в футбольную академию и впервые ощущаешь, что твоя жизнь может стать другой. Там есть форма, тренеры, расписание, ответственность. Но главное, там есть шанс. И ты работаешь так, будто это последний шанс на планете. Потому что для тебя он действительно такой. Очень быстро ты понимаешь, твой удар – это что-то ненормальное. Ты сам не можешь объяснить, откуда берется эта мощь. Ты не похож на атлетов из журналов. Но мяч после твоего касания летит так, будто его толкнули мотором. Тренеры сначала улыбаются, потом перестают. Кто-то просит повторить. И снова получает выстрел, от которого звенит воздух. Ты учишься бить не только сильно, но и хитро. С вращением, с дальних дистанций, с неудобных позиций. И каждый раз видишь одинаковую реакцию. Удивление, почти неверие. Ты еще мальчишка из бедности, а уже умеешь делать то, что взрослые профи повторить не могут. В этот момент ты понимаешь, если у тебя есть такое оружие, твоя судьба не будет обычной. Твой первый настоящий взрослый шаг – дебют во 2-м дивизионе Бразилии. Не витрина, не праздник, а тяжелая лига, где тебя проверяют ногами и характером. И ты прогрессируешь слишком быстро, чтобы оставаться незамеченным. В каждом матче ты добавляешь скорость, уверенность, агрессию, рывки по флангу, удары издалека. Потом приходит Палмейрас. Клуб, где уже нельзя быть просто интересным. Там нужно выигрывать. И ты выигрываешь право быть важным сразу. Не словами, а тем, как ты разрываешь бровку и как бьешь. Ты начинаешь превращаться из таланта в звезду. Еще до того, как сам привык к этой мысли. С Палмейрасом ты берешь первые большие титулы и вдруг понимаешь, что мечта ускорилась. Вчера ты был рабочим парнем с фабрики, сегодня чемпион, игрок, за которым следят. Вызов в сборную Бразилии приходит как печать. Тебя признали среди лучших в стране, где лучших всегда слишком много. И вот ты надеваешь желтую футболку и ощущаешь, как меняется масштаб ответственности. Ты не нападающий, от которого ждут голы. Ты защитник, и от тебя ждут надежности. Но ты приносишь больше. Ты приносишь угрозу. Ты превращаешь фланг в трассу, где соперник постоянно опаздывает. Так начинается твоя большая карьера. Бразилия принимает тебя не как маленького, а как опасного. Переезд в Европу – это новый мир, где на тебя смотрят как на экзотику, бразилец, да еще и защитник, да еще и такой атакующий. В Интере все быстро становится сложным. Тебя пытаются использовать не там, где ты чувствуешь себя собой. Ты хочешь быть левым защитником, потому что именно там ты контролируешь игру и не теряешь места в сборной. А от тебя требуют другого, будто твоя сила просто бегать вперед. Начинается конфликт. Не обязательно громкий, но принципиальный. Ты борешься за позицию, за роль, за уважение к своему пониманию футбола. И именно этот период делает тебя жестче. Ты учишься отстаивать себя в большом клубе, где тебя легко поставить как удобно. Ты не соглашаешься быть удобным. Когда появляется Реал, жизнь переворачивается. Мадрид – это не просто клуб, это сцена, где ошибка звучит громче аплодисментов. Здесь собирают Галактикос, здесь давление мирового уровня, здесь каждое твое действие сравнивают с легендами. Ты приходишь и понимаешь,
Теперь ты живешь среди людей, чьи имена знают даже те, кто не смотрит футбол. Но ты не теряешься. Ты приносишь то, чего часто не хватает звездным командам – простую, физическую, дикую энергию. Ты бежишь по флангу так, будто у тебя запасной двигатель. И в этом реале ты становишься не обслуживающим игроком, а частью идеи. Команда будущего должна атаковать даже через защитника. И ты идеально подходишь под это безумие. Потом случается удар, который превращает тебя в глобальную историю. Штрафной против Франции. Ты ставишь мяч, отходишь на свой странный разбег, бьешь, и мир замирает. Мяч летит мимо, будто промах, а потом внезапно ломается и врезается в сетку так, будто его дернули невидимой рукой. Люди пересматривают повтор и не верят глазам. Комментаторы кричат про чудо. Соперники смотрят на тебя с выражением «Как это вообще возможно?». И это не просто красивый гол, это момент, который делает тебя легендой навсегда. С этого дня каждый ждет от тебя еще одного такого. И самое странное, ты иногда действительно даришь. Не потому что обязан, а потому что для тебя удар – это язык. Ты говоришь мячом. Ты меняешь футбол не лозунгами, а привычкой. Раньше крайний защитник – это продержать фланг и не ошибаться. Ты превращаешь эту позицию в оружие. Ты атакующий защитник до того, как это стало модой. Ты создаешь численное преимущество, врываешься в штрафную, бьешь издали, отдаешь передачи. А потом успеваешь вернуться и отобрать. Тренеры по всему миру смотрят и понимают – так можно. Позиция, которую считали скучной и оборонительной, становится одной из самых привлекательных. Теперь дети во дворах хотят быть не только нападающими. Они хотят быть тобой, защитником, который способен решить матч ударом, а не только подкатом. Ты делаешь роль крайнего защитника современной. И за это тебя будут копировать десятилетиями. Ты вдруг становишься суперзвездой, хотя играешь в обороне. Контракты, реклама, компании с Nike и Pepsi. Популярность на уровне нападающих – это выглядит почти невозможным для твоего амплуа. Но людям не важно, где ты записан в протоколе. Им важно, что ты даешь эмоцию, скорость, дерзость, удары, которые пугают. Ты узнаешь, как работает слава, тебя узнают на улицах, тебя ждут в каждом городе, от тебя требуют чуда по расписанию. Но ты остаешься тем же. Прямым, шумным, живым. Ты не строишь образ идеального профессионала. Ты просто играешь так, как умеешь. И это тоже часть твоего феномена. Ты – защитник, который не выглядит второстепенным. Ты – центр внимания. Не по пиар, а по факту воздействия на игру. С Реалом ты берешь большие победы, которые превращают команду в эпоху. Лига чемпионов, чемпионаты Испании, трофеи, которые в Мадриде считаются обязанностью, а не подарком. Ты живешь в составе, где вокруг имена, которые звучат как учебник футбола. И все равно тебя не теряют в этом шуме. Потому что у тебя есть особая роль. Ты добавляешь команде скорость и агрессию, которые ломают статичные матчи. Ты можешь начать атаку сам, можешь закончить ее ударом, можешь вытянуть игру, когда нужно встряхнуть стадион. В таких командах легко стать винтиком, ты становишься мотором. И когда люди потом будут вспоминать тот Реал, они будут говорить не только о голах и звездах. Они будут говорить о твоем фланге, как о коридоре, по которому шла победа. Кубок мира 2002 – вершина, которую в Бразилии меряют вечностью. Ты приезжаешь на турнир не просто игроком Реала, а частью поколения, которое обязано вернуть титул. И вы возвращаете. Бразилия снова чемпион. На таком турнире защитников редко делают героями, но ты чувствуешь, твоя работа видна. Ты даешь ширину, темп, страх сопернику. Ты не просто обороняешься, ты расширяешь поле для всех звезд впереди. Когда финальный свисток закрывает турнир, ты понимаешь, ты на вершине футбола. У тебя есть все. Титулы клубные, титул мирового чемпиона, мировая узнаваемость. Ты мог бы успокоиться, но ты не умеешь успокаиваться. Ты продолжаешь носиться по флангу так, будто все только начинается, потому что для тебя футбол всегда был движением. Твой феномен в том, что ты не похож на идеального спортсмена, но играешь как машина. Про тебя рассказывают легенды, будто ты почти не ходишь в зал, будто любишь вечеринки, будто живешь как человек, которому все дается легко. И в то же время ты способен бегать так, словно у тебя 3 сердца. Тренеры шутят, что с тобой на поле на одного игрока больше. Ты можешь прилететь после сборной утром, а днем снова играть и не выглядеть уставшим. Ты держишь темп годами, почти до 40 лет, когда большинство уже давно сбавили.
И это противоречие делает тебя еще более странным для объяснения. Как человек с таким образом жизни выдерживает такую нагрузку? Ответ кажется простой. Ты – исключение. И исключения не обязаны быть логичными. Они просто существуют и ломают правила. Со временем твои удары начинают изучать те, кто обычно не смотрит футбол – физики. Люди пытаются объяснить, почему мяч после твоего удара уходит в одну сторону, а потом возвращается, как будто его тянет магнитом. Говорят про вращение, про эффект Магнуса, про скорость и дистанцию. Но сухая наука не передает главного – твоя смелость. Кто вообще решится бить оттуда, откуда ты бил? Кто рискнет превращать штрафной в эксперимент, который может выглядеть смешно, если не получится? Твои удары не всегда самые быстрые в истории, но они самые запоминающиеся. Потому что они всегда выглядят как события. Вратари реагируют поздно не потому, что плохо стоят, а потому что мозг не успевает поверить траектории. Ты становишься футбольной аномалией, и именно это делает тебя бессмертным. С возрастом ты становишься не только звездой, но и лидером внутри команды. Ты помогаешь молодым, и особенно тем, кто приходит на твою позицию. Марсело потом будет вспоминать, как боялся. Он идет на место кумира. А ты первым подходишь к нему и даешь номер телефона. Звони в любое время, если понадобится. Твоя сила в простоте. Ты не изображаешь недосягаемую легенду. Ты остаешься человеком раздевалки. Тем, кто может пошутить, поддержать, снять напряжение, а потом выйти и разорвать фланг, как в лучшие годы. Партнеры уважают тебя не только за удар, за то, что ты – душа команды. Ты умеешь быть громким на поле и человечным вне его. И это редкое сочетание. Великого футболиста могут бояться, могут терпеть, могут использовать. Тебя любят. Потому что рядом с тобой легче дышать. Самый счастливый день ты позже назовешь не финалом, не трофеем, не голом. Ты скажешь, это день, когда ты спас жизнь ребенку. Малыш с тяжелой проблемой сердца, от которого отказались биологические родители. Ему нужна операция и время. Не на недели, а на дни. Ты оплачиваешь лечение и усыновляешь его. И в этот момент футбол перестает быть главным языком твоей жизни. Главным становится поступок. Ты понимаешь, что твоя сила не только в ногах. Она в том, что ты можешь менять чужую судьбу. Люди любят говорить о звездах как о богатых и далеких. Ты доказываешь обратное. Можно быть легендой и при этом оставаться человеком, который берет ответственность не за имидж, а за жизнь. И это, возможно, самое большое твое чемпионство. Твоя личная жизнь не укладывается в красивую легенду. Про тебя говорят много и противоречиво. У тебя много детей, много историй, суды, сложные отношения. Ты не всегда выглядишь идеальным, и ты не пытаешься таким быть. Эти скандалы создают образ, который людям удобно обсуждать. Великий футболист, но сложный человек. И в этом тоже правда жизни. Легенды не обязаны быть безупречными. Ты остаешься исключением и здесь. Можешь выходить из самых запутанных ситуаций и все равно сохранять улыбку и уважение партнеров. Ты признаешь, что не со всеми удается быть рядом, что жизнь не всегда управляется так же легко, как мяч. Но ты продолжаешь идти. Потому что твое главное качество не идеальность, а способность жить дальше, не прячась от собственного прошлого. Несмотря на шум вокруг, ты остаешься простым. Ты помогаешь детям, переводишь деньги на благотворительность, участвуешь в проектах, которые не приносят громких заголовков. Ты не превращаешь добро в сцену. Для тебя это продолжение того самого пути, где ты начинал бедным и помнил, как выглядит нехватка. Ты можешь спокойно поехать на метро, пройтись пешком, не вести себя как человек, которому все должны. На поле ты профессионал. В жизни обычный человек. И людям это очень нравится, потому что они устали от звездной болезни. Твое величие не просит уважения, оно существует само. Ты заканчиваешь путь не одним клубом и не одной страной. После Реала ты играешь в Фенербахче, приезжаешь в Анжи. И везде тебя любят, потому что ты даешь людям праздник, которого они не ожидали от защитника. И самый горький парадокс. В Бразилии под конец карьеры тебе приходится ходить с охраной. Угрозы, атаки на автобусы, страх за близких. В Испании, Италии, Турции, России тебя встречали уважением. Дома иногда камнями. Ты уходишь легендой, которая изменила футбол навсегда. Сделала крайних защитников атакующими, сделала удар отдельным искусством, заставила мир обсуждать физику мяча. Ты можешь проиграть матч. Можешь ошибиться. Но ты уже не можешь исчезнуть из памяти. Ты Роберто Карлос.
и это вся твоя жизнь.